Всем привет! Решились на переезд в Киев и уже готовы собирать чемодан? Тогда вам осталось решить только два вопроса. Первый вопрос, где жить, второй вопрос, где работать. По поводу жилья можете посмотреть мое предыдущее видео, в котором я рассказал о нескольких ЖК, где достаточно приемлемая аренда и можно относительно недорого снять хорошую квартиру. Ссылку на видео оставлю в описании. Теперь же поговорим о работе. В отличие от маленьких городов, в Киеве всегда есть работа и вариантов тут очень много. По сути, главное только ваше желание. Работу в Киеве может найти кто угодно и какую угодно, на любую должность и зарплату. Тут все зависит только от вас. Если вы уверены в себе, амбициозны, у вас уже есть знания и опыт в какой-то сфере, то даже если и нет, если у вас просто есть желание чего-то добиться, куда-то вырваться и чего-то достичь в этой жизни, вы хотите учиться чему-то новому и развиваться, то как раз таки в Киеве есть все возможности для этого. В столице, как ни в одном другом городе, вы сможете попробовать себя в разных сферах, на разных должностях. И что касается поиска себя, личностного роста и развития, здесь условий однозначно намного больше, чем в маленьком городе. Но обратная сторона медали в том, что тут огромная конкуренция, особенно когда речь идет о крупных, крутых компаниях и высоких должностях с соответствующим уровнем зарплаты. Будьте готовы к тому, что в Киеве вас никто не ждет и вы здесь никому особо не нужны. И не стоит питать иллюзии, что вот вы выйдете из поезда и прямо на перроне вас будут с распростертыми объятиями встречать толпы работодателей и биться за то, чтобы забрать вас к себе. Скорее всего, этого не случится. Хотя ровно так же это не значит, что вы не сможете найти работу в Киеве и чего-то здесь достичь. Просто на это понадобится время и придется работать, и скорее всего работать придется много, особенно поначалу. Но вот как раз таки в Киеве вы намного быстрее сможете подняться по карьерной лестнице или даже открыть свой проект и выйти на тот уровень дохода, который желаете. Здесь вы можете взлететь всего за 2-3 года. Потому что темп самой жизни намного быстрее и активнее, компании и работодатели намного прогрессивнее. Тут намного быстрее появляются и внедряются все инновации и технологии. Поэтому если сравнивать Киев и любой другой город в нашей стране, то перспектив здесь, конечно, значительно больше. Ну что, уже задаетесь вопросом, где вас ждут ваши миллионы? Какую именно работу искать и какие сферы сейчас самые востребованы? Итак, с уверенностью могу сказать, что бесспорно лидером является сфера продаж. Наибольшее количество резюме, которые размещены на специализированных сайтах по поиску работы, относится именно к продажам. Вариантов работы очень много. Самые популярные открытые вакансии — это менеджеры по продажам, менеджеры по закупкам, менеджеры по работе с клиентами или аккаунт-менеджеры, супервайзеры, руководители отдела продаж. Это коммерческая сфера, и работа в этой отрасли будет пользоваться спросом всегда, потому что продавать можно что угодно: продукты питания, одежду, недвижимость, различные рода услуги, рекламу и так далее. В Киеве сейчас очень много IT-компаний, которые занимаются разработкой ПО, различных сервисов, приложений, игр. И им, естественно, нужны специалисты, которые будут заниматься и продвижением их продукта, а в данном контексте именно поиском клиентов, продажей, подписанием договоров и ведением дальнейшей коммуникации с клиентами. Продажники очень нужны в сфере маркетинга и рекламы. Очень много в Киеве сейчас работает и финансовых рынков, но сфера достаточно специфическая, и поэтому тут все индивидуально. Тем не менее, я ушел в маркетинг, и если бы лично мне пришлось вам советовать, то я бы рекомендовал все-таки искать работу в отделе продаж какой-то IT-компании, или же компании, которая занимается маркетингом, рекламой или же продажами в B2B сегменте. Единственное, что в IT, скорее всего, вам понадобится высокий уровень знания английского. В принципе, сегодня знание английского — это уже своего рода must-have, и в какую бы сферу вы ни пошли работать, это будет вашим преимуществом. Как видите, продажники — это, можно сказать, наиболее универсальные специалисты, потому что чем бы ни занималась компания и какие продукты или услуги не создавала, но ей всегда понадобится отдел продаж. Именно этот отдел обеспечивает коммерческую составляющую компании. Согласитесь, вы можете создавать суперкрутой продукт, но какой в этом смысл, если его никто не покупает и никто им не пользуется? Поэтому продажники нужны и востребованы всегда. Безусловно, работодатели ищут сотрудников с опытом работы, а в идеале и с наличием клиентской базы. Но на рынке часто встречаются и вакансии с возможностью обучения. Многие компании готовы брать и обучать специалистов с нуля. Например, компания, с которой я сейчас работаю, также рассматривает кандидатов с минимальным опытом или даже без опыта работы. Как я уже ранее говорил, здесь все зависит от вас, и если вы готовы обучаться и серьезно настроены работать на результат и зарабатывать деньги, то вас готовы всему обучить. В некоторых компаниях даже специально берут только новичков, поскольку считают, что научить человека всему с нуля
и взрастить его под свою компанию проще, чем его переделывать. И, наверное, это одна из немногих вообще сфер деятельности, где отсутствие опыта может даже стать вашим преимуществом. Если же у вас есть опыт и знания в этой сфере, просто замечательно. Я уверен, что вы тем более легко сможете найти работу. К слову, продажники — это одна из сфер, где в период пандемии спрос на специалистов не снизился, а наоборот, появляется все больше предложений, и многие из них предполагают возможность удаленной работы, что также является огромным плюсом и делает эту сферу еще более универсальной и стабильной. И наконец-то самое интересное, тут сейчас должна быть барабанная дробь. Это зарплата. Итак, средние зарплаты продажникам в Украине это 15-25 тысяч гривен. Но ребята, сразу оговорюсь, что хорошие продажники зарабатывают намного больше. В случае со сферой продаж огромнейшим преимуществом является то, что здесь вы работаете на проценте и, грубо говоря, у вас нет потолка. Очень часто это 10-15 тысяч гривен, и это только ставка. Тут, конечно, все зависит от компании, продукта или услуги, которой она занимается. Обычно, если ставка низкая, то компания предлагает очень хороший процент, создавая таким образом дополнительную мотивацию для кандидатов. В Киеве, работая продажником, вы спокойно можете выходить на доход от 1500 до 3000 долларов в месяц, а то и больше. Хотя саму сферу вряд ли можно назвать спокойной, тут вам ежедневно придется проявлять свою настойчивость, умение договариваться, по необходимости дожимать клиента. Вы точно проверите на прочность свою стрессоустойчивость, причем возможно даже несколько раз за день. Вам придется очень много общаться с людьми, и не все из них будут воспитанными душечками. Вам будут задавать неудобные вопросы, а иногда неудобные вопросы будете задавать вы. Порой клиенты будут безбожно тупить, а иногда вам будет казаться, что они специально сговорились, чтобы именно сегодня вынести вам мозг. Но если для вас, как и для меня, это все не преграда, а скорее еще и больше стимул, то вы точно найдете себя в этой сфере. Я лично обожаю закрывать сделки, особенно когда клиенты непростые, когда это какие-то крупные компании. С командой просто бьемся до победного за каждого клиента, а если это конец месяца, то это начинается уже какой-то просто хардкор. Но поверьте, когда вы все-таки закрываете этих клиентов, еще и на тех условиях, которые нужны вам, то это такой кайф, просто не передать словами. Я думаю, тут вам главное найти компанию, с которой у вас будут совпадать ваши ценности, и очень важно, чтобы вам нравилось, и чтобы вы сами верили в тот продукт или услугу, которую продаете. Так вам будет намного проще, интереснее и комфортнее продавать, поскольку, как вы уже поняли, вам придется не только много общаться и рассказывать людям о своей компании и продукте, но и обрабатывать множество возражений. К счастью, есть различные техники и способы, которые помогают вести переговоры с клиентами и делают это успешно. И этому можно и нужно учиться. Кстати, по поводу того, как закрывать сделки в продажах и успешно вести переговоры, у меня есть видео, ссылку оставлю также в описании. Обязательно посмотрите, если хотите работать в продажах, или даже если уже работаете, что-то полезненькое для себя, я уверен, в моем видео вы найдете. Если помимо продаж, то безусловно наиболее популярной сейчас является сфера IT. Более того, это одна из самых быстро развивающихся сфер. А потому хороших, высококвалифицированных специалистов с каждым годом здесь нужно все больше и больше. Правда, в IT без определенных знаний, навыков и профскиллов вас не возьмут. Но если вам эта сфера интересна и вы действительно хотите работать в IT, то всему можно научиться. Сейчас очень много вузов, особенно в Киеве, где обучают специальностям данного профиля. И есть заочное отделение, то есть вплоть до того, что вы можете получить второе высшее образование в этой сфере. Если, например, вы уже закончили университет и у вас уже есть диплом в какой-то другой области. Если же нет, или вы как раз поступаете, то вот вам отличная возможность выбрать сферу, за которой будущее, и специалисты тут точно нужны будут и через 10, и через 20 лет. Помимо вузов сейчас уже создано множество курсов, частных школ и образовательных онлайн-платформ, где вы также можете всему обучиться, даже параллельно работая. Если вам пойдет эта сфера, то для начала вы вполне сможете взять какие-то проекты на фрилансе и таким образом отточить полученные знания и скиллы, ну и заодно наработать себе портфолио, которое точно вам пригодится во время поиска работы, уже непосредственно в IT-компании. Кстати, совсем недавно видел какой-то обзор, что по данным LinkedIn за последний год в мире найм сотрудников в сфере информационных технологий вырос на 25%. Востребованных профессий в этой сфере много. На данный момент наиболее популярным является веб-разработчик, фронтенд-девелопер, PHP-программист и разработчик игр. Для многих ребят однозначным преимуществом является то, что работа очень часто удаленная, или в любом случае компания предоставляет такую возможность, учитывая специфику сферы.
Средние зарплаты по Украине это 18-30 тысяч гривен. Но и здесь я говорю, что имея достаточно профессиональных скиллов и высокий уровень английского, да, вы можете работать и на компании из других стран, где средняя зарплата значительно выше и зарабатывать примерно 6,5-8,5 тысяч долларов в месяц. Также хочу добавить еще несколько слов про диджитал-маркетинг, поскольку эта сфера и ранее была достаточно популярной. А сегодня в условиях пандемии с наличием постоянных карантинных ограничений, когда множеству компаний для того, чтобы остаться на плаву и быть конкурентоспособными, пришлось переходить в онлайн, то квалифицированные специалисты здесь очень нужны и становятся все более востребованными. В принципе, для продвижения любой компании необходимы грамотные маркетологи, которые умеют и знают, как привлечь внимание клиентов в очень насыщенном на сегодняшний день цифровом мире. Также обязательно нужны специалисты, которые разбираются и могут настроить контекстную и таргетированную рекламу. Не знаете, что такое таргетированная реклама? Тогда специально для вас на моем канале есть видео, где я рассказываю об этом виде рекламы и нюансах, которые могут возникнуть, работая с таргетированной рекламой и специалистами в этой области. В целом, самые популярные профессии в диджитал-маркетинге это SMM-менеджер, который занимается продвижением компаний и брендов в соцсетях. Диджитал-менеджер, который отвечает за подготовку рекламных кампаний и оптимизацию бизнеса, а также проводит анализ конкурентов и разрабатывает стратегию продвижения товара или услуги. Далее это маркетинг-аналитик, он мониторит и анализирует информацию о товарах и услугах. Также собирает данные о конкурентах и потенциальных потребителях и делает прогнозы успешности маркетинговой кампании и насколько будет востребован определенный продукт или услуга на рынке. Далее SEO-специалист – это человек, который занимается оптимизацией сайта компании, делая его привлекательным для поисковиков, соответственно, таким образом помогая компании привлекать потенциальных посетителей и покупателей. Ну и как я уже говорил, специалисты, которые могут настроить контекстную и таргетированную рекламу. Средние зарплаты в маркетинге по Украине составляют 14-17,5 тысяч гривен в месяц. Но также есть потенциал для роста, и я уверен, что буквально уже в ближайшие годы уровень зарплат в этой сфере значительно вырастет. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что информация, которой я поделился в этом видео, будет полезна для вас и поможет понять, какую работу вам стоит искать. Особенно если вы решились на переезд в Киев. Обязательно ставьте лайки и смотрите остальные видео, которые упоминал сегодня. Ссылочку для вас оставлю в описании. Также подписывайтесь на мой канал и до новых встреч, друзья.